Друзья, всем привет! В этом видео я хочу проверить, что происходит с топливным фильтром после где-то 35 тысяч пробега. То есть на автомобиле Volkswagen Jetta 1.6 BSE мотор производителем заявлено менять топливный фильтр через каждые 30 тысяч километров. У меня прошло примерно 35 тысяч, я его заменил. Теперь давайте мы его распилим и посмотрим, что же там внутри произошло. Насколько вообще чистый бензин заливают на заправках. В частности, мы проверим мои белорусские заправки, где я заправляюсь. Замечу сразу, что бак у меня чистый. Не так давно я его вскрывал, смотрел. На дне никакого осадка нету. Топливный насос, в принципе, 35 тысяч как раз перед тем, как поставить новый фильтр, я почистил топливный насос, то есть там сеточку вымыл. Поэтому посмотрим, что происходит в топливном фильтре и насколько он чистый. Вот такой топливный фильтр Фильтрон у меня простоял 35 тысяч. Вот, посмотрите с обратной стороны, что у него вытекло. То есть вот это у нас подача и обратка с этой стороны. И сюда уже идет на двигатель, уже идет бензинчик очищенный. То есть видели, что я перевернул. И смотрите, какой хлам вылился из него. То есть это на бензин у нас вытек с самого фильтра. Ну что, вот наш фильтр. Первое, что обратим внимание, вот цвет фильтра внутри, то есть это туда поступает чистое топливо, цвет. И смотрим, какой он здесь снаружи. То есть за 35 тысяч видим, что с ним произошло. То есть фильтр намного потемнел. Цвет отличается кардинально. Второе, если присмотреться, то видно, сколько всякого шлака здесь на фильтре. Всякого разного хлама, всякой грязи, песка. Не обращая внимания вот на эту стружку по бокам, это того, что я пилил, она осталась. А вот все остальное, то есть видим, насколько идеально все внутри, ничего просто нет. И сколько здесь всякого разного хлама. И цвет, самое главное, видим, что цвет тут потемнело. Сейчас мы попробуем это все растворить, отмыть. Так, ну и что, проведем еще один экспериментик. Это у меня чистая теплая вода и добавлена какая-то жирорастворяющая жидкость, типа ферри. То есть для мытья посуды. Окунаем сюда наш фильтр и пытаемся вымыть всю грязь с него. Сейчас он немножко туда полежит, отмокнет. И посмотрим в итоге, что у нас получится. Что мы вымоем из фильтра этого. Кстати, вот это у нас грязь. То есть вот она пальцем стирается. Это у нас грязь. Видно, что слой грязи поступал именно прямо из бака. И все это оставалось на стенках нашего топливного фильтра. Вот, смотрите, немножко мы попытались отмыть наш фильтр. Смотрите, какая сейчас у нас там мутная водичка. Так, и пропустим сейчас мы эту жижу все через белую ткань. Посмотрим, что у нас в итоге останется. Так, вот что в итоге мы видим. Видим немножко металлической стружки и различного всякого хлама. Честно, не так все и плохо на самом деле. То есть видим, что фильтр вот такие все и крупные мелкие частицы он задерживает в себе. Благодаря чему все это остается в фильтре и не идет в форсунки. Наши форсунки остаются чистыми. То есть вывод сделаем, что менять фильтр надо все-таки чаще. Не раз в 30 тысяч, а смотреть, какой бензин у нас в стране. У вас в стране, у нас в стране. Что касается именно фильтрона, не реклама, просто хороший фильтр. В принципе, пользуюсь и масляным фильтром, использую и Bosch, и Фильтрон, также воздушный, и салонный фильтр, также использую Фильтрон, потому что хорошая цена, качество. И Bosch хорошие фильтры, пользуюсь Фильтроном, а вот наш фильтр после мойки. То есть видим, что никаких частиц, никакого абразива на нем уже не осталось, не все повымывалось. Но по цвету он все равно такой же приунывший, местами зеленый, местами черный. А вот это наш топливный фильтр в разрезе. То есть я его распилил. Смотрите, вот, кстати, оригинальный цвет. Здесь у нас двойной шов. И вот наш оригинальный цвет нашего фильтра. Относительно оригинальный. Вот что-то похожее он был в начале. Вот это он внутри, то есть он более-менее чисто внутри. То есть вот это он внутри. Вот видим также, что стыки, они у нас светленькие. То есть он желтый был изначально. Салатовый такой, более желтый был. Если присмотреться, то с наружной стороны еще осталась грязь. Видим, что поставались различные волокна. Грязь немножко какая-то. Где-то песочек виден. Вот в это превращается фильтр за 35 тысяч. Поэтому делаем выводы о наших заправках, о качестве бензина, насколько он чистый.
Делаю вывод о той заправке, где мы заправляемся. Может, пора сменить ее. Ну вот такой вот небольшой обзорчик бэушного фильтра. Меняйте топливный фильтр чаще. Во-первых, не всегда топливо на заправке чистое. Иногда при заправке может что-нибудь в бак попасть, залететь. Плюс, возможно, у вас уже какой-то осадок есть в баке, какой-то грязи. Плюс продукты износа всякие различные. Машина у вас стареет, какой-то материал, пластик, металл, краска где-то изнашивается, что-то отваливается. Какие-то мелкие частицы абразив, оно попадает все равно где-то в бак, в шлангах. Все это, дай бог, остается в фильтре. Поэтому меняйте его чаще. И, кстати, фильтр данный после 35 тысяч уже стал хуже работать. То есть у меня примерно на литр уже вырос расход. Сейчас после замены его, в принципе, расход вернулся на место. Поэтому не забывайте о фильтре. Следите за своим автомобилем. И будет у вас прекрасно работать и ваш двигатель, и ваши форсунки будут справляться, и не будет увеличиваться расход топлива. На этом все. Если видео понравилось, если для тебя видео было полезным, поставь лайк, напиши комментарий. Какой-то вопрос, может что-то я не так не сделал, не доделал. Если какие-то идеи еще есть для тестов, пиши в комментарии. А на этом все. Ставь лайк, подписывайся. Пока.